Современные здания редко переживают несколько веков. Мосты рушатся, небоскребы требуют капитального ремонта, а жилые дома ветшают уже через 100 лет. Но в Риме можно увидеть постройки, которым больше 2000-летий, и они все еще стоят. Не просто стоят, они пережили землетрясения, войны, пожары, небрежность людей и даже прямые удары времени. Как это возможно? Что делало их настолько прочными? Был ли это гениальный расчет, передовые строительные технологии или просто удачное совпадение? Вглядитесь в каменные фасады древних римских сооружений. В них скрыта история, которая идет вразрез со всеми законами современного строительства. Кажется, что древние римляне знали нечто, о чем мы забыли. Возможно, разгадка спрятана в самих строительных материалах или, быть может, дело в продуманных инженерных решениях. Чтобы понять это, давайте разберемся, на чем держится римская архитектурная магия. Как римляне строили дороги, которые не разрушаются? Если бы вам предложили проехать по дороге, которой больше 2000 лет, вы бы, скорее всего, отказались. Но что, если я скажу, что такие дороги до сих пор используются? Их строили без асфальта, без бетона, без технологий 21 века. И все же они не трескаются, не разрушаются и способны выдерживать нагрузку современных автомобилей. Римские инженеры создавали дороги, которые пережили своих создателей, их потомков и даже целые цивилизации. Глубокие котлованы, многослойная структура и особая система дренажа позволяли этим магистралям оставаться ровными даже спустя тысячелетия. Может ли современный мир похвастаться такими же результатами? Мы тратим миллиарды на ремонт трасс, но, похоже, древние римляне нашли формулу, которая решала эту проблему раз и навсегда. Однако дороги — это лишь часть головоломки. Доставка стройматериалов для таких масштабных проектов требовала гениальных решений. Как же римляне перемещали многотонные каменные блоки без кранов и самосвалов? Гигантские механизмы римлян. Строительство грандиозных сооружений требует не только ума, но и силы. Сегодня мы используем подъемные краны и экскаваторы, но римляне работали с чистой физикой. Они создавали механизмы, которые могли поднимать каменные глыбы весом в десятки тонн. Секрет крыт в гениальных устройствах, разработанных за века до появления современной техники. Огромные деревянные колеса, в которых ходили люди, превращая свой вес в силу, мощные рычаги и системы блоков, все это позволяло возводить величайшие архитектурные памятники. Но что, если римляне придумали нечто большее, чем просто машины для строительства? Вспомните о городах, в которых жили сотни тысяч людей. Им нужна была вода, причем в огромных количествах. Откуда она поступала? Ответ удивителен. Римские акведуки. Вы замечали, что древние города редко строились далеко от воды? Ведь без нее невозможно жить, а уж тем более развивать цивилизацию. Но Рим был исключением. Там, где другим приходилось строить поселения рядом с реками, римляне проложили себе путь к воде сами. Их акведуки — это инженерное чудо, которое работало без насосов и электричества, но обеспечивало города чистой водой. Представьте, гигантские каменные арки, по которым течет вода из далеких горных источников. Она путешествует сотни миль, огибая возвышенности, проходя сквозь туннели, пересекая реки и ущелья. Но зачем останавливаться на этом? Вода, попадая в римские дома, служила не только для питья. Древние римляне использовали ее для технологий, которые сегодня кажутся невероятными. Например, отопление зданий без огня и дыма. Как они этого добились? Архитектурные чудеса, опередившие свое время. Представьте, что вы входите в римскую виллу посреди зимы. За окнами холодный ветер, но внутри тепло. Пол под ногами излучает мягкое, равномерное тепло, словно в нем спрятаны современные нагревательные элементы. Только вот перед вами не современный дом. Это постройка, которой 2000 лет. Римляне первыми придумали систему подогрева полов, работающую без электричества. Горячий воздух от печи проходил по скрытым каналам под мраморным покрытием, обогревая здание. Это не просто удобство, это гениальная инженерная находка, которая предвосхитила технологии 21 века. Но полы с подогревом — лишь одна из многих загадок римской архитектуры. Как насчет гигантских куполов, которые не нуждаются в опорах, или театров с идеальной акустикой, где даже шепот слышен на самых дальних рядах? Чем больше мы изучаем римскую архитектуру, тем сильнее кажется, что древние строители знали то, что нам еще только предстоит понять. Но главный секрет их долговечных зданий все же скрыт не в формах и расчетах, а в самом материале, из которого они построены. В чем его магия? Секрет качества построек. После того, как мы разобрались в гениальных инженерных решениях римлян, возникает очевидный вопрос. Почему же сегодня не строят так же качественно? Почему современные здания нуждаются в капитальном ремонте уже через пару десятилетий, в то время как римские сооружения стоят тысячелетиями? Секрет не только в материалах, но и в подходе. Древние строители уделяли внимание каждой детали, от фундамента до финишной отделки. Они создавали здания, рассчитанные на века, а не на десятилетия. Ну а если вы хотите, чтобы ваш дом или здание были возведены с таким же
же вниманием к качеству и надежности, обратитесь к профессионалам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работ и услуг. Здесь вам предложат проектирование модульных зданий и домов любой степени сложности, разработку дизайн-проектов, а также внутреннюю отделку. И что самое главное, ребята дают гарантию на свою работу, что в наше время особенно важно. Идеальный бетон. Когда археологи начали исследовать римские руины, они столкнулись с необъяснимым фактом. Древний бетон не просто не разрушался, он становился крепче с каждым столетием. Современный бетон со временем трескается, крошится и требует ремонта. Но римский бетон — совершенно иное явление. Его особенность заключается в использовании вулканического пепла, который вступал в реакцию с морской водой и укреплял структуру материала. Это открытие стало настоящей сенсацией для ученых. Исследования показали, что в римском бетоне содержатся небольшие кусочки негашенной извести, которые при контакте с влагой инициируют химические процессы, заполняя трещины и продлевая срок службы материала. По сути, это бетон с функцией самовосстановления. Современные инженеры до сих пор пытаются воссоздать этот уникальный рецепт. Если бы его удалось повторить, это изменило бы всю строительную индустрию. Но был ли этот бетон единственным секретом долговечности римских построек, или в нем был еще один скрытый ингредиент, о котором почти никто не знал? Неожиданная причина долговечности римских построек. Когда мы говорим о римских постройках, которые пережили тысячелетия, мы обычно вспоминаем бетон, камень и продуманные инженерные решения. Но есть нечто, что часто упускают из виду — сам подход к строительству. Римляне не просто строили здания, они возводили их с расчетом на вечность. Их методы включали тщательную обработку материалов, продуманную укладку камня и даже психологический фактор. Строители осознавали, что их работа должна пережить века. Но был еще один неожиданный фактор. Исследования показали, что римляне могли использовать в бетоне специальные органические добавки. Существует гипотеза, что в смесь добавляли компоненты морских водорослей или даже животного происхождения, которые придавали дополнительную прочность. Именно этот уникальный подход позволил римским зданиям пережить тысячелетия. Сегодня мы лишь пытаемся разгадать их секреты и, возможно, когда-нибудь сможем строить так же надежно, как они. Римляне оставили нам не только руины, но и урок. Настоящее качество проверяется не годами. Древний центральный отопительный пол. Римляне умели не только строить грандиозные сооружения, но и делать жизнь в них комфортной. Сегодня теплые полы — это роскошь, доступная далеко не каждому, но 2000 лет назад в Риме ими пользовались повсеместно. И не просто пользовались, они создали целую систему подземного отопления, которая превосходила многие современные технологии. Эта система называлась гиппокауст. Ее принцип был гениально прост. Под полом оставлялось пространство, через которое проходил горячий воздух от печи. Стены также оснащались скрытыми каналами, позволяя теплу равномерно распространяться по всему помещению. Это решало сразу две проблемы. Обеспечивало комфортный микроклимат и устраняло риск возгорания, ведь открытого огня внутри помещений не было. Гиппокауст применялся не только в роскошных виллах, но и в римских банях, которые порой занимали огромные площади. Представьте, что даже зимой здесь можно было наслаждаться теплом, не боясь ни холода, ни задымления. Но что еще более удивительно, римляне использовали сложные инженерные расчеты для создания этих систем. Они учитывали направление воздушных потоков, материал перекрытий и даже разницу температур. Как же они пришли к такому уровню строительного мастерства? Ответ можно найти в другом их изобретении, без которого невозможно представить ни один развитый город. Канализация Древнего Рима. Когда речь заходит о древних цивилизациях, мы часто представляем себе роскошные дворцы, монументальные статуи и храмы. Но есть одно изобретение, без которого жизнь в огромных мегаполисах была бы невозможна. Это канализация. В Риме существовала одна из самых развитых систем сточных вод, которая функционирует до сих пор. Клоака Максима, крупнейший римский коллектор, изначально создавался для осушения болот, но со временем превратился в полноценную канализационную систему. Некоторые участки этой древней сети до сих пор используются в Риме. Ширина некоторых каналов достигала 10 футов, а глубина 13. По ним могли проезжать телеги с рабочими, которые занимались очисткой стоков. В отличие от средневековых европейских городов, где отходы выливали прямо на улицы, римские инженеры позаботились о чистоте и гигиене. Но дело не только в канализации. Город был спроектирован так, чтобы дождевая вода стекала по определенным маршрутам, снижая риск затоплений. Возможно, именно поэтому римские улицы были сухими и чистыми даже во время сильных ливней. Однако римляне думали не только о благоустройстве. Их главной целью всегда была прочность и долговечность. Они создавали конструкции, способные пережить века. Но как им удавалось строить мосты и здания, которые не боятся ни воды, ни времени? Секрет римских мостов.
Современные мосты нередко требуют ремонта уже через несколько десятилетий. А что если я скажу, что в мире есть мосты, построенные римлянами 2000 лет назад, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии? Римские инженеры были мастерами в проектировании арочных конструкций. Их секрет заключался в точном расчете нагрузок, а также в использовании специальных клиновидных камней, кейстон, которые фиксировали арку, не давая ей разрушиться. Один из самых впечатляющих примеров — мост Алькантара в Испании, построенный в 1 веке нашей эры. Он выдержал все природные катаклизмы, войны и многовековое использование. А мост Трояна через Дунай с его гигантскими пролетами долгое время оставался самым длинным мостом в мире. Но помимо продуманной конструкции, римляне использовали особый строительный материал, который делал их сооружения практически вечными. Что это за материал? Загадка, разгадка которой перевернула представление современных ученых о строительстве. Водяные механизмы, опередившие время. Вода для римлян была не только источником жизни, но и мощной движущей силой. Они научились использовать энергию водных потоков задолго до появления паровых машин и гидроэлектростанций. Одним из самых поразительных изобретений стали водяные мельницы, которые применялись не только для помола зерна, но и для резки камня и древесины. Представьте себе механизированные лесопилки, работающие 2000 лет назад. Археологи обнаружили остатки таких мельниц, оснащенных сложными системами передач и кривошипно-шатунными механизмами, такими же, которые использовались в первых паровых двигателях. В некоторых регионах римляне даже строили каскады водяных мельниц, создавая мощные производственные комплексы, которые перерабатывали огромные объемы сырья. Но были и более неожиданные применения воды. Например, римляне использовали ее для работы автоматических дверей в храмах. Сложные системы противовесов и водных резервуаров позволяли входным дверям открываться и закрываться самостоятельно, создавая у верующих впечатление, будто их движет сама божественная сила. Однако инженерные достижения римлян касались не только воды. Они знали, как правильно организовать процесс строительства, чтобы возводить здания не только быстро, но и с идеальной точностью. Как римляне организовывали строительство? Когда речь идет о древних постройках, мы часто представляем себе толпы рабов, таскающих тяжелые камни, и хаотичную работу без четкого плана. Но в Риме все было иначе. Там строительство было настоящей наукой, а организация труда на уровне лучших современных компаний. Каждый этап стройки был продуман до мелочей. В отличие от хаотичного средневекового зодчества, римляне четко разделяли обязанности. Каменотесы, штукатуры, инженеры — все имели свои специализированные задачи. Работали сменами, что позволяло вести строительство практически круглосуточно. Более того, римляне понимали важность логистики. Они строили временные дороги и каналы только для доставки стройматериалов. Важно было не просто возвести здание, но сделать это максимально эффективно и без лишних затрат. Но даже самый гениальный инженер не сможет построить ничего без хороших инструментов. А римляне создавали невероятные устройства, которые позволяли им совершать, казалось бы, невозможное. Инструменты, изменившие строительство. Как можно было вырезать идеально ровные каменные блоки без современных лазеров и станков? Как поднимать многотонные конструкции на высоту десятков футов без кранов? Римляне были настоящими мастерами в создании строительных инструментов. Они использовали особые пилы с алмазным напылением, которые позволяли разрезать даже самый твердый камень. Их сверла могли делать идеально круглые отверстия, а специальные клещи и зажимы помогали поднимать огромные глыбы. Но самым впечатляющим изобретением были подъемные краны на основе полиспаста. Система блоков и веревок позволяла одному рабочему поднимать грузы, которые в десятки раз превышали его собственный вес. Именно благодаря этим механизмам римляне могли строить здания с высочайшей точностью и скоростью. И все же, несмотря на всю свою мощь, инструменты — это лишь часть успеха. Главный секрет римской архитектуры скрывается в другом. В одной технологии, без которой невозможно представить ни одно из их величайших сооружений. Знаменитые арки и купола. Если вы когда-нибудь заходили в Пантеон или любовались римскими акведуками, то наверняка замечали одно — римляне были мастерами арок. Эта простая на первый взгляд форма позволила им строить самые прочные и долговечные конструкции в мире. Арка — это не просто эстетический элемент, она перераспределяет нагрузку так, что давление сверху заставляет конструкцию становиться только крепче. Благодаря этому римские акведуки, мосты и арочные своды смогли пережить века. Но, пожалуй, самым впечатляющим достижением римлян стали гигантские купола.
Вспомните Пантеон. Его огромный бетонный купол остается крупнейшим в мире, несмотря на то, что был построен почти 2000 лет назад. Секрет кроется в постепенном уменьшении плотности бетона от основания к вершине. Нижние слои делались тяжелыми и прочными, а верхние — легкими, благодаря добавлению пемзы. Это позволило создать гигантскую конструкцию без риска обрушения. Римляне не просто строили, они создавали технологии, которые до сих пор используются в современной архитектуре. Их достижения доказывают, что настоящий прогресс — это не просто новые материалы, а умение использовать их правильно. Мы можем только восхищаться их гениальностью. Или, может быть, пришло время снова научиться строить так, как это делали они.